ты эти полупрозрачные черные колготки одел с радостными стрелками. Вставляем бантики за закрытыми дверьми нашей спальни. Приветствую! Сегодня у нас чулочно-колготная тема. Если вы хоть раз задавались вопросом, как можно, а как нельзя носить, есть ли теплые колготки, какие выбрать, с принтом, без, бежевые, черные, полупрозрачные, плотные, вот сегодня мы обо всем этом проговорим. И самый простой критерий по тому, как выбирать колготки, это плотность. Чем холоднее на улице, тем больше плотность колготок. Ну и чем теплее на улице, тем меньше плотность колготок. Плотность варьируется от 5-10 ден, такая прям супер тонкая паутиночка, до 200 ден. Прям тепленькие, хорошие колготки. А есть прям вообще отдельно такая, знаете, рыцарская броня, это 300-600 ден. Это могут быть супер утепленные колготки или даже реабилитационные. Что касается цвета, фактуры, рисунка, тут вы уже выбираете сами на свой вкус и цвет. Но если вы хотите расширить сферу влияния колготок в вашем гардеробе, оставайтесь здесь. Сегодня мы проговорим по таким пунктам: цвет, плотность, с чем носить, когда носить, ну и зачем носить. Большой плюс в том, что мы живем в период, когда нет строгих границ и правил, как, что, с чем, когда и зачем носить. И если даже кто-то, какой-то прохожий вам скажет: а-та-та, что ты эти полупрозрачные черные колготки одела, вы скажете: а что? Главное самовыражение, чтобы вам было уютно, комфортно, классно и весело, и вы кайфовали от себя. Но есть некоторые моменты, которые способны угробить полностью всю красоту образа. И мы начнем прямо с этих моментов. Самое первое, если вы берете бежевые колготки, проследите, чтобы они попадали тон в тон в ваши ноги. Я думаю, это знают в принципе все. Когда вы их покупаете, вы просто растяните их здесь на руку и посмотрите, совпадает ли цвет или нет. То есть это самый удачный вариант, чтобы не натягивать себе на ногу. Второй вариант, который тоже замечала, это очень блестящие колготки. Увы, блеск очень сильно портит образы и прям такой level down становится в вашем имидже. Ну и плюс, помимо того, что это не эстетично, некрасиво, это еще и полнит ножку. Следующий момент по поводу акцентных колготок. Очень много красиво, они все стоят на витриночке, но когда это кружево массивное одеваем себе на ногу, кажется на расстоянии, что у нас какая-то неравномерная нога или какая-то венозная сеточка в зависимости от кружева. Поэтому обращайте внимание, что вот такое массивное кружево убираем. Лучше взять какой-то горошек или далеко расположенные лого или надписи, или прям какой-то фрагментарный, может, рисунок, но прям не сплошную громоздкую вот эту вот тему убираем. Также по поводу бантиков и всякого остального акцентного декора. Оставляем бантики за закрытыми дверьми нашей спальни или каких-то тематических вечеринок. Их в обычную casual жизнь не берем с собой. И еще плотные телесные колготки, такие как бабушкины, это по-прежнему моветон. Но как бы кто знает, что будет через 5 лет, поэтому оговорка на будущее, мало ли. Но появились новые технологичные колготки, телесные, они прям цвет кожи, или с эффектом даже нашей человеческой кожи. О них поговорим в разделе о колготках, когда дойдем до теплых вариантов. А теперь рассмотрим колготки с 3 параметров. Это плотность, это цвет и с чем носить. Хотя с чем носить это уже такое размытое понятие, но тем не менее. Ультратонкие бежевые колготки 5-10 ден, их используют чаще всего в офисном дресс-коде. Это когда нужно скрыть, что у вас голые ноги. Но они прям рвутся только когда смотришь на них, кажется, что они прям все разойдутся радостными стрелками. Стоит ли их использовать в жизни, если вы не супер бизнес-вумен с дресс-кодом? Ну, как бы нет. Очень многие, кто от них отказывается. Но я их использую в фотосессии, когда нам нужно добиться эффекта гладких, равномерных, красивых ножек. Ну и чтобы они дожили хотя бы до конца фотосессии, мы обычно их сбрызгиваем лаком для волос. Только смотрите, чтобы этот лак был без эффекта блеска для волос, потому что однажды мы так сбрызгали, у нас блестели ноги, и, короче, пришлось полностью все смывать. С чем носить такие колготки? Да практически совсем. Это же на теплый период или в офисе, поэтому лодочки, если там днем где-то выбежали кроссовки. Вообще обувь не играет абсолютно никакой роли. Телесные колготки 20-40 ден – это на любителя. Единственное, что сделайте, чтобы их оттенок идеально попадал в цвет вашей кожи и чтобы они были без блеска. Подбирайте к ним светлую обувь,
там бежевую, белую, тогда это будет выглядеть более гармонично, потому что если будет черная, то будет резаться нога, но если у вас ноги от ушей, вам так повезло в жизни, то как бы вам в принципе все равно. Капроновые черные колготки и чулки 20D. Ну вот, чаще всего они вообще не согреют, но нотку сексапильности очень даже дадут вашему образу. В 90-е и в нулевые женщины прям за милую душу носили эти колготки, но вот лет 5 назад они начали относиться к разряду не самых приличных. Сегодня, слава богу, таких ограничений нет, и черный очень классно впишется в ваш образ, если вам нужно сделать какое-то такое настроение. Love, секси, такое неопределенное, что-то игривое. И также они очень круто подходят для каких-то вечерних нарядов. Ну а то, что они стройнят ножку, это как бы и так понятно. Они очень круто смотрятся в стиле гранж и драма, особенно с такой массивной тракторной подошвой. Но это для любителей побушевать. А если более элегантная, изысканная дама, то, конечно, обувь на тонком каблучке и на тонкой подошве. Если вы задаетесь вопросом чулки или колготки, то тут все зависит от того, какой длины у вас юбка, платье или шорты. Если это прям мини, то желательно колготки. А если у вас миди длина или там даже может быть с разрезом, какая-то макси, как бы можно и чулки. Но если у вас в принципе тема секс-пекс на вечер с возлюбленным, и вам хочется уже его подраконить заранее, то как бы и мини-юбку одевайте, почему бы и да опять. Черные плотные колготки — это тепло и стильно. Они отлично подружатся с более зимней утепленной обувью. Сапоги, ботинки, ботфорты. Если вы хотите супер-мега продуманного образа до мелочей, возьмите свои сапоги или ботфорты и вообще обувь замшевую. Получается, что колготки у нас имеют мягкую поверхность шероховатую, и замша будет тоже иметь мягкую шероховатую поверхность, и таким образом вы просто выстроите вот эту вот всеми нами заветную активную вертикаль. Потому что если, например, сапог имеет глянец, то есть здесь у нас колготок, здесь глянец, ногу перерезали, это прям не супер-мега катастрофически и нету никакого табу. Ну, как бы, если хотите, для более гармоничного варианта, то обратите внимание на замшу. А вообще черные плотные колготки отлично вписываются в любой казуальный образ, там, и любая одежда с принтом, без принта, цветная, с каблуками, без каблуков, тракторная, вообще все, вот прям все подходит, они какие-то мега крутые. Колготки с рисунком — это акцент во всем образе, и именно он задает тон и настроение всему остальному образу. Поэтому, если у вас сильно акцентные колготки, то обратите внимание, чтобы весь остальной образ был максимально спокойным. Ну и у каждого рисунка есть свое настроение. Например, излюбленный всеми горох — это такая узаконенная игривость, романтичность, наивность, может быть даже инфантильность. И горох бывает разной плотности россыпи на колготках. Тут только вам выбирать, насколько часто вы хотите ее видеть у себя на ножках. Хорошо смотрятся надписи и логотипы, такое, очень далеко разбросанные друг на друга, придают образу фэшн направления. Колготки со стрелочкой сзади — это фэнтези, секс, влечение, игра. Если вы будете носить их с плоским ходом, вы будете такая секси-бунтарка, а если на каблучке очень изящно, тогда роковая леди. А если вы хотите придать мега фэшн стильного направления своему образу за очень демократичные деньги, обратите внимание на колготки с леопардовым принтом, с зеброй, в общем, с любым животным принтом. У меня есть отдельный урок по сочетанию принтов, можете перейти, его посмотреть, и после этого запросто можете внедрять принтовые колготки в свои образы, потому что, согласитесь, это выглядит очень захватывающе. Колготки в сетку. Сначала они считались мега вульгарными, потом в 2016 году просто произошел какой-то бум, мы их все носили там под рваные джинсы, под юбки, вот, и сейчас они вернулись. Ну, как бы не было такого громкого заявления, но если вы хотите придать своему образу опять фэшн, направление, стильности, изюминки, вот именно такая вот такая единственная, обратите внимание на колготочки в сетку, дополняйте их связанными трикотажными фактурами, тоже деним отлично сюда подойдет. И обратите внимание, что
Очень круто, классно смотрятся они на контрасте с грубой обувью. Если вы захотите взять обувь на каблучки, тогда смотрите, чтобы процентное соотношение этой сетки на ваших ногах было минимально, чтобы это как такой вот мини-тон прозвучал. Если говорить о цвете, то очень плохо смотрится бежевая сетка. На расстоянии нескольких метров кажется, что что-то по ногам непонятное, какие-то выступления, какая-то нога рифленая. В общем, бежевую сеточку не берите. Цветные колготки – отличная возможность выпендриться. Разноцветные колготки когда-то предложил Кристиан Диор для одной из своих загородных коллекций. Сегодня это одна из стилистических игрушек, с которой желательно уметь обращаться. Дизайнеры из сезона в сезон постоянно клепают эти цветные колготки, поэтому такой долго играющий тренд, ну и пусть он не уходит. Это тепло, вкусно, стильно и красиво. Основной месседж ярких колготок, что вы очень яркая, смелая и любите похулиганить. Как же сочетать цветные колготки? Самый первый беспроигрышный вариант – это какой цвет обуви, такой цвет колготок. Зеленые колготки, зеленая обувь. Бордовые колготки, бордовая обувь. Второй вариант – вы берете колготки в цвет, тот, который уже у вас есть где-то в образе. Также вы можете использовать яркие колготки в образах с базовых цветов, чтобы их как-то разнообразить и чтобы они не были такими скучными. Также очень стильно смотрятся образы в монохромной гармонии. Это растяжка одного цвета по светлоте. Цветные колготки бывают разных оттенков и светлоты, поэтому если вам нужно придать объема и вкуса вашей ножки, тогда выбирайте светлые оттенки, а если наоборот вам хочется стройности, выбирайте темные, более приглушенные цвета. И еще один очень маленький и важный нюанс, когда вы будете выбирать колготки, выбирайте их на размер больше. Когда вы будете идти, у вас не было растяжений по коленке и оттуда не проглядывалась ваша настоящая кожа. Именно поэтому еще берем цветные колготки очень плотные, не берем никаких полупрозрачных зеленых или красных или синих, потому что когда за этим полукрасным, полусиним, полузеленым проглядывается наша кожа, кажется, что это мы какие-то такие инопланетяне, имеем странный цвет ноги. Во избежание этого эффекта пользуемся исключительно плотными колготками на размер больше, в идеале. Очередные веселые колготочки, блестящие. По факту это просто дополнительная фактура. И это отличный вариант для праздничного мероприятия, когда нужно выглядеть как фейерверк, а баджет, ну такой вот сейчас немножечко, не у всех он есть, скажем так. А если вам хочется праздника в жизни, вот прям днем, когда вы идете в кафе или на прогулку, просто соедините этот люрекс вместе с чем-то вязаным. Трикотаж съест парадность этого блеска. Белые колготки, а они классно смотрятся не только на пятиклашках и медсестрах. Главный залог успеха, чтобы во всем образе было много белого цвета. В идеале белые колготки с белой обувью. Но можно также поиграться и на контрастах. Для белых колгот точно так же, как и для цветных, очень важно, чтобы не просматривались наши коленки. Так что берите колготки поплотнее и на размерчик больше. А теперь расскажу о новинке. Обязательно дайте мне знать в комментариях, есть ли у вас такие колготки. Их можно использовать как базовый первый слой под черные полупрозрачные колготки. Таким образом у вас получается классная, стильная, милая ножка, как будто бы в полупрозрачных колготочках на зиму, на мороз, но при этом вам не холодно. Дело в том, что эти колготки имеют утепленную основу на флисе или там каждая марка изготавливает какой-то другой, выбирает свой другой материал. Помимо вот варианта, когда есть бежевые колготки, они одеваются отдельно, есть еще такой соединенный вариант, но тут есть недостаток. Иногда приходят колготки с браком. Если вдруг вы решите их купить, почитайте отзывы и посмотрите так, чтобы продавец мог вам их, если что, вернуть и обменять. На этом у меня все. И если вам понравилось, просигнализируйте мне об этом своим лайком. Благодарю. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока.